Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Победителем прошлого розыгрыша стал игрок Володя 763. Поздравляю тебя, друг, приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. И следующий розыгрыш благодаря Воперу. Спасибо тебе, бро, за поддержку канала и братьев-сталкеров. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, подписки я проверяю, и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша через неделю, 9 октября. Как-то давно, еще до обновления, я снимал видео по пробиркам с кровью верлиок, куда их девать, на что обменивать. На тот момент был довольно выгодный бартер на пулемет. После обновления этот способ стал нерабочим. И напрашивается вполне логичный вопрос: а куда теперь девать пробирки с кровью разных существ? Сейчас мы с тобой в этом разберемся. В игре есть несколько видов пробирок с содержимым. Пробирки с раствором марганцовки, с кровью мутирующей крысы, с паучьим ядом, с кровью верлиоки, ядом студня, кровью пещерного бляка, с кровью борового мутанта и с кровью медведя. Добываются они все путем обмена в лагере ученых и гида на локации Везувий, квадрат H84, у лаборанта Степаненко. Для того, чтобы обмениваться, торговлю открывать у ученых не нужно. Кровь верлиоки, как раньше, менять уже невыгодно, так как теперь вместо лав верлиока лаборант требует на обмен крыло верлиоки и пустую пробирку. Также невыгодно будет менять кровь медведя, на обмен идет печень медведя и пробирка, кровь борова и кровь бляка. И остаются три варианта. Это пробирки с ядом студня, паука и кровью крыс. В принципе, яд студня, думаю, тоже можно отсечь, так как добывать его сложнее, чем хвосты и железы пауков. Итого остается два варианта: пробирки с паучьим ядом и кровью крыс. На обмен одной пробирки с кровью крысы нужно 6 хвостов и одна пустая пробирка. На паучий яд нужно 5 желез и одна пустая пробирка. Пустые пробирки можно нафармить в подъездах, схронах, домовых или покупать у НПС. Но помимо денег НПС потребует с тебя еще и очки торговли. Или же самый простой — купить с доски. Но это не самый дешевый вариант. В общем, накопил добра на складе, сходил обменял на готовые пробирки с кровью или ядом, а можно и то сразу. И что же делать дальше? А дальше готовые пробирки продавать Тимохе-отшельнику на болотах локации Везувий, квадрат B23. За проданные пробирки ты много денег, конечно же, не получишь, но получишь ценные очки торговли. Также, кроме пробирок Тимохи, можно приносить разную траву и грибы. Только прежде чем сдать, советую посмотреть их стоимость на доске, чтобы дорогие товары не сдать за гроши. Таким чудесным образом ты копишь очки торговли у всего поселения Рябинушка, а они пригодятся тебе для того, чтобы купить сайгу у Фина, который стоит в самом поселке в квадрате А64 внутри дома. Ну а если тебе не нужна сайга, то можешь посмотреть весь ассортимент товара и выбрать то, что тебе нужно больше всего. Но самое выгодное, по моему мнению, брать у него сайгу на перепродажу. Рекомендация: не обязательно лбом упираться и фармить до посинения пауков или крыс. Это можно совмещать с квестами или с другим фармом и попутно собирать нужные на обмен части. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий. Увидимся в зоне, сталкер. Ну, проветришься, заходи.